Привет, мы в Загребе. Сдать ПЦР-тест можно теперь прямо вот здесь, в аэропорту. Стоп. Какие маски? Какие ПЦР-тесты? Как из Шереметьево ты летишь в Загреб? Что за ерунда? На дворе 2026 год. Уже давно проблемы масок и ковида никого не интересуют. Все верно, друзья. Это видео снято 4 января 2022 года. Как вы все помните, в феврале 2022 года жизнь изменилась на до и после. Это видео было снято до. Почему оно не выходило раньше? Когда мы вернулись с этой поездки, началась война, нам пришлось уехать. Как-то было не до монтажа вот этих видео. А сейчас, когда я начал пересматривать его, мне вдруг накатила такая ностальгия, что я решил поделиться этим видео с вами. Помнить, как мы жили тогда, как россияне путешествовали по Европам просто как туристы, а не как релоканты. С небольшой долей розовых очков я смотрел на Европу и на США, и вообще на всю жизнь. И какие мне казались важные проблемы, которые я обсуждал в этом видео. Ну а сейчас вернемся в Шереметьево и поехали в Загреб. Без этого теста нас не зарегистрировали. Сказали, что при посадке, при регистрации нужно его иметь. Теперь у нас есть 2,5 часа, чтобы провести. Хотя так интересно, если бы у нас не было багажа, то мы бы могли просто пойти и и ждать уже при посадке. Ну, в общем-то, да. Так как бизнес-зал прошел мимо, было принято решение позавтракать в какой-то кофейне. Короче, там тело ходит, сшибает всех по 50 рублей. Выгоняют это сюда. Синька чмо. В общем, если вы делаете здесь тест и берете не срочно там за час, а 2,5 часа, то вам его выдадут ровно через 2,5 часа, несмотря на то, что на почту, на электронную, через госуслуги результаты уже пришли. Но здесь они выдать не могут. Ну, понятно почему. Наконец-то мы в аэропорту Загреба прошли все контроли, досмотры и все прочее. Очередь была офигенно здоровая, на проверку паспорта, потому что работало всего одно окно на неграждан, и было очень много людей. Но все позади, и сейчас нас ждет такси в славный город Загреб. Я просто хочу напомнить, ребята, что сегодня 5 января, плюс 15 градусов. Заправочка Лукойл. Ой, вот такие вот цены, короче, я даже не знаю, что это значит. Ну, тут сложно посчитать, на самом деле. Первое впечатление о Загребе. Похож на Бухарест. Тяночка говорит, что похож на Прагу. Я в Праге не был. Надеюсь, что вкусно кормят. Чисто, но не совсем. Восточная Европа. Разумеется, презент от Шератона. Так приятно.
Идем мы такие, идем. И тут бац. 2 часа дня как? Базар, пожалуйста. Главная достопримечательность Загреба – площадь Святого Марка. В напряженный момент все ждут, упадет елка или нет. Все надеемся, что нет. Красивая машина в красивом городе. Сегодня нам телефон показал, что всего 5 градусов в Загребе. Поэтому мы оделись потеплее. Ну, тепло. Шапочку, да, но я не знаю, плюс 5, не плюс 5, но как бы тепловато, прям скажем. Что это у тебя? Это тофу скрамбл. Омлет из тофу. У меня есть бенедикт с ветчиной. До свидания. Очень вкусно посидели. Чему ты никак не можешь привыкнуть в Европе, это к тому, что в помещении курят. Но здесь веранда, но она закрыта и очень сильно воняет куревом.
Нам надо попасть как-то на ту сторону, надо пройти через пути. Пока мы не понимаем, как это сделать. Но пишут, что вроде там проход. Сейчас посмотрим. Оказалось очень просто. Пешеходный переход подземный. Очень даже чистый и симпатичный. Столько ходили по центру историческому Загреба, что даже не видели, что над нами нависают такие красивые горы, которые сейчас в облаках. Это очень круто. Да, еще снежные вершины. И вон там тоже горы. В общем, очень классно. Бахну-ка я пивка. Время к 4 часам, и мы ищем, где бы нам перекусить повкуснее. Тяночка выбирает, поэтому... Это было круто. Мы едем в Словакию. Ребята, я взял машину, какую никогда еще не брал в жизни. Это просто бомба. Вы сейчас обалдеете. Такой красивой машины вы еще не видели. И я стал ее обладателем. Хоть и ненадолго. А? Нравится? Вот так. This and this, О, that's marked, okay? окей. With numbers. Такая вот точила на ручке. Все, как я люблю. На самом деле нет. Брать не на ручке, а на мануале это очень дорого. Поэтому на ручке. Автомат это жопа вообще. Я уже так отвык от автомат, говорю. Ручная это жопа. В этом Volkswagen Polo, короче, сама коробка, я вообще отвык от таких коробок. И непонятно, какую-то скорость, включаешь 3-ю, 1-ю, 5-ю. Вот, но в итоге вроде там разбираемся потихонечку и едем. Пока... машина классная на самом деле, машина хорошая, у нее пробег всего 22 тысячи километров. Можно сказать, что новая, поэтому пока мне нравится. Сейчас еще научусь скорости переключать, я вообще буду четко все подгоним. Вот. А пока едем дальше, у нас впереди мы поедем через Венгрию. Я там надеюсь отведать сюргуляш, которого здесь в Загребе я не встретил еще пока, но надеюсь, что будет. В общем, сейчас проезжали границу между, получается, Хорватией и Венгрией. Вот, и у меня стояла камера там на капоте. Вот, и я, не стал ее убирать. Предполагал, что нельзя снимать, но не стал ее убирать, под дурачка. И они там сначала что-то, вроде ничего такого, потом такие: о, камера, ты что, давай убирай быстрее камеру, там, нельзя камеру, все, вообще там, штраф 80 евро, в следующий раз получишь, там, чук-чук-чук, все там это. Я такой: ладно, окей, там, не орите, уберу. Убрал, все, сейчас едем дальше. Вот, дороги офигенные, конечно, едем по каким-то автострадам, так что впереди нас ждет Венгрия чудесная, и потом уже Словакия. Или Словения? Словакия. Так что, ребята, загнивающая Европа, это гейропа. Дороги у них, конечно, огонь. Так что есть чему поучиться.